Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Предлагаю вместе со мной приготовить очень вкусный бисквитный торт с масляным кремом. Торт подарочный по ГОСТу. Тортик очень простой в приготовлении. Справятся все. Любителям классических советских тортиков он очень понравится. Для приготовления потребуется 5 яиц комнатной температуры. Я буду использовать и муку, и крахмал. Беру 130 грамм муки и 30 грамм крахмала. Вы можете взять 160 грамм муки, но с крахмалом выпечка получается более пышная, более воздушная. Также берем 160 грамм сахара, щепотку соли и ванильный сахар для ароматизации бисквита, 1 чайную ложечку. Яйца, как я уже сказала, у меня комнатной температуры. Нужно отделить желтки от белков. Я для этого воспользуюсь вот такой специальной ложкой-разделителем. Отделяйте аккуратно, чтобы ни капли желтка в белок не попало, иначе белки будут плохо взбиваться, либо совсем не взобьются. Я беру белки, добавляю соль, ванильный сахар и весь сахар сразу. У меня миксер достаточно мощный. Если у вас нет, добавляйте сахар частями, постепенно, слегка взбив сначала белок, а потом частями всыпайте сахар. Взбиваем очень тщательно до вот такой устойчивой массы. Если яйца комнатной температуры, времени вам потребуется немного дольше, но зато и весь сахар полностью растворится во время взбивания. Если яйца будут холодные из холодильника, времени для взбивания потребуется меньше, но могут остаться небольшие крупинки сахара, это не критично. Поэтому вся разница в том, брать ли вам яйца комнатной температуры, либо холодные, заключается во времени взбивания. Во взбитые тщательно белки, когда вы уже их взбили в течение не менее чем 3 минут, добавляем по 1 желтки. Добавляем, все перемешиваем, масса остается вот такая вот пышная, воздушная. Я предпочитаю добавлять муку в 1 прием. И советую приготовить вам бисквит именно вот таким вот способом, как я предлагаю. Он получается всегда удачный, без всяких проблем. Не опадает, ничего с ним не происходит, не оседает. Очень пышный и классный бисквит получается. То есть именно взбивайте сначала белки, потом добавляете желтки, а потом уже сухие компоненты, сухую смесь, крахмал с мукой. Крахмал с мукой обязательно просеиваем и тщательно перемешиваем. Стараемся вначале перемешивать лопаткой осторожными движениями снизу вверх, но не бойтесь делать несколько резких движений, чтобы не осталось никаких комков. В итоге вот такая вот масса у вас должна получиться, тесто. Вот такое вот оно будет устойчивое, пышное и воздушное. Если вы сомневаетесь, можете добавить вместе с мукой 1/4 чайной ложечки разрыхлителя, но в этом нет никакой потребности. Форма у меня уже готова. 22 сантиметра диаметр. На дно, как всегда, защелкнула кусок пекарской бумаги. Бортики ничем не смазываем. Просто потом бисквит придется немножечко подрезать, вырезать из формы ножом. Вот и все. Но зато у вас бисквит будет пышный, он будет тянуться по бортикам, не будет опадать. Поэтому я форму никогда не смазываю. Выпекаем бисквит в хорошо разогретой духовке до 180 градусов. У меня, я знаю, уже четкое время, ровно 42 минуты. Вы ориентируйтесь на свою духовку, плюс-минус, проверьте на сухую палочку. Во время выпечки духовку не открывать, как всегда, конечно же. Я бисквит свой выдержала ровно 1 ночь. Желательно это сделать хотя бы 6 часов. Он у меня остыл полностью, завернула в пленку и оставила на полочку в кладовке. Можно на нижнюю полочку холодильника. Главное, заверните хорошо, чтобы он не заветривался. Для чего выдерживается бисквит? Чтобы влага равномерно распределилась, он будет тогда хорошо резаться. Я разрезаю его на 3 коржа. Они достаточно большие у меня получаются, толстенькие, поэтому вполне можете использовать бисквит даже на 4 яйца. Если желаете, оставлю внизу расчет. Для приготовления крема использую 1 целое яйцо, пакетик ванильного сахара и 180 грамм обычного сахара, молоко. Все просто соединяем, за исключением масла, конечно же, и ставим на плиту, увариваем. Также одновременно с этим я буду готовить пропитку для торта. Беру 100 грамм сахара и 110 грамм воды. Просто довожу до кипения.
Крем у меня уже, заварная основа крема варится. Не отходите от него далеко, помешивайте. Либо можно его сварить на пару. Ну и просто на плите он прекрасно получается. Главное, регулярно помешивайте его, не отходите от него. Он не должен чересчур сильно загустеть, как заварной крем какой-то классический с крахмалом. Он просто должен слегка загустеть. Уваривала я его в течение, может быть, 5-7 минут, не больше. Проверьте, вы увидите, что как только он начинает слегка густеть, возьмите лопатку, опустите, просто проведите пальцем. Если линия не затягивается, значит крем готов. Посмотрите, он такой получается жидкий, как сгущенное молоко недоваренное. Примерно вот такой вот консистенции. Я продолжаю помешивать, когда сняла его с огня, потому что температура еще держится, и переливаю потом в другую посуду, чтобы охладился. Подготовленный сироп, пропитку тоже полностью охлаждаю, перелив в другую посуду, и ароматизирую коньяком. Раньше все советские тортики ароматизировались коньяком и ванилью в пропитку. Я добавляю столовую ложку коньяка и где-то чайную ложечку ванили. Перемешиваю, пропитка готова. Главное добавить ароматизатор уже в холодный сироп, охлажденный полностью комнатной температуры. Заварную вот эту основу для крема тоже охлаждаем до комнатной температуры, чтобы она была слегка тепленькая. Во время остывания она еще немножечко загустеет у вас. Масло заранее выньте из холодильника, подержите его несколько часов на столе, чтобы оно было мягенькое. Масло используйте 200-220 грамм, если любите чуть-чуть побольше крема между слоями. Берете, просто взбиваете для начала масло одно. Оно мягко, легко взбивается, не слишком долго, просто буквально 1 минутку взбейте масло и потом по чуть-чуть, буквально по столовой ложечке, добавляйте заварную основу. Сначала понемножечку, не торопитесь. Вмешивайте каждую ложку в сливочное масло. Важно, чтобы и масло, и вот эта основа были примерно одной температуры, чтобы ничего не отслаивалось, хорошо все взбивалось, соединялось. И важно добавлять сначала по чуть-чуть, а потом уже можете просто тонкой струйкой из миски подливать ближе к концу. Когда добавите всю заварную основу, взбейте крем еще в течение буквально пары минут до такой воздушности. И можно собирать торт. Я выложила 1 корж на блюдо, тщательно пропитываю его пропиткой. У меня пропитки немного осталось, но вы можете распределить ее в принципе всю, если любите влажные сочные тортики. Хорошо пропитайте, разделите крем визуально на 3 части. Даже можно первые 2 части между слоями сделать немного побольше, потому что наверх и на бортике потребуется не слишком много крема, только лишь для того, чтобы прилипли орешки. Распределяем палеткой либо ножом равномерно крем, выкладываем 2 корж, тоже тщательно его пропитываем сиропом, выкладываем 2 часть крема, разравниваем. И 3 корж я тоже пропитываю, только с внутренней стороны. Просто поднимите корж, пропитайте его и потом уже переверните и выкладывайте на сам тортик. Подровняйте также, конечно, бортики торта и немножечко покройте кремом вверх. Когда подровняете, слишком как-то активно выравнивать его не нужно, потому что он будет весь полностью обсыпан орехами. Кстати, насчет орехов интересная история. В книге с ГОСТами, с рецептами советскими 76 и 78 года был перевыпуск издания. Ничего не сказано конкретно по поводу орехов. В одном источнике я нашла, что изначально в этом торте использовались орехи кешью. А в дальнейшем для удешевления торта стал использоваться обычный арахис, который, в принципе, орехами считать нельзя. И я решила воспользоваться именно орешками кешью. Берете 180 грамм, обязательно подсушите их на сковороде, перебейте слегка в блендере, либо вот так, как я в пакете. Просто у меня случился небольшой казус с блендером.
чаша не работала. Не нужно слишком мельчить, нужно, чтобы было видно, что это орехи, достаточно такие среднего размера кусочки. На бортике можно чуть-чуть помельче, а наверх покрупнее желательно. Кстати, это отличный вариант для тех, у кого аллергия на арахис. У детей у многих сейчас аллергия на арахис, поэтому вы можете использовать орехи кешью, если у вас на них нет аллергии. Если хотите удешевить вариант, можно использовать и арахис жареный. Таким же образом, просто не соленый арахис подсушите на плите либо в духовке и также немножечко измельчите. Покройте верх торта и боковые стороны, боковинки. Удобно это делать при помощи лопатки. Держа лопатку под небольшим наклоном и подсыпай орешки сверху. Кстати, с орехами кешью торт получается восхитительно вкусным. Очень советую попробовать именно такой вариант. По классике торт готовый слегка присыпается, припудривается сахарной пудрой, и в центр можно отсадить еще масляные розочки, 1 или 2 с листиками. Но я этого делать уже не стала. Желательно выдержать торт ночь в холодильнике, тогда вы поймете весь его вкус. Он пропитается, бисквит станет нежным. И перед подачей подержите торт при комнатной температуре хотя бы час. Очень вам советую сделать именно так. Тогда вы поймете весь его восхитительный вкус. Готовьте с удовольствием. Возможно, вам пригодится этот рецепт на праздники. Возможно, вы просто захотите приготовить его в какой-то другой день, вспомнив советское прошлое, вкусы советских тортиков. Я вам желаю счастливых праздников, вкусных тортиков, а мы с вами уже увидимся в следующем году. До скорой встречи! Всего вам самого хорошего, мира, добра и гармонии. Всем пока! С вами была я, Олеся.